Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Шоумен, актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал 95». Согласно соцопросам, один из реальных кандидатов в президенты Украины. Женат, воспитывает дочь и сына. Володя, добрый день. Добрый. Даже доброе утро, пожалуй. Это зритель может и не знать. Это наш секрет. 11 часов дня – это рано для актера или нет? Это для актера, вообще для актера. Для большого актера. Давайте так, значит, разделим меня на части, пока меня многие там делят в интернете. Препарируем. Да, препарируем Зеленского. Вот, значит, для актера это очень рано, потому что, зная актеров нашего коллектива, и то наши еще ранние, значит, пташки. А в целом для актера это рано, актеры просыпаются, занимаются собой, всегда свежо выглядят, они должны радовать зрителя. У меня не получается очень хорошо свежо выглядеть с утра и без грима, потому что я все-таки продюсер. Для продюсера 11 утра это очень поздно, потому что, ну, вот, допустим, вчерашний день, жуткий я его могу назвать. Он вчера у меня начался в 4:20 утра. Это смена «Слуги народа» фильма. Я в 4:20, в общем, его начал, закончил я в Палате Украины в 11 часов вечера после концерта. Кошмар. Это примерно вот такая жизнь. Ты не падаешь, нет, после таких дней? Падаю, но есть друзья, они ловят. Обычно, когда препарируешь такого яркого человека, очень интересно. Звучит препарировать. Очень интересно. Да. А кто родители твои? Вот чем они занимались? Родители – это большие для меня главные люди, особенно до появления моей семьи, моих детей, моей жены. Это самые главные люди в моей жизни. Они мне дали основополагающую вещь, они мне дали воспитание, они мне дали именно вот это мое болезненное ощущение, болезненное мироощущение, болезненное ощущение лжи, неправды. Почему я так всегда больно реагирую на любое вранье в интернете. Мне все наши говорят, что ты делаешь, что ты реагируешь. Там какие-то боты, их сейчас очень много. Не знаю, их можно назвать гарантоботы, боты бывших премьер-министров. Их очень много вокруг меня, этих людей. Я не могу не реагировать, потому что я всегда, когда что-то слышу, особенно вопрос с деньгами, я знаю, что мой отец мне позвонит и скажет, почему ты промолчал? Это ведь неправда. Ты должен сказать. Ты знаешь, как мне стыдно идти по улице. Ты знаешь, как в университете меня уважают. Ты понимаешь, и я всегда думаю об этом, Господи, да, не дай Бог, что-то, как куда-то это вылезло, мне нужно обязательно сказать. Поэтому я всегда реагирую болезненно на неправду. Это что касается главного качества, которое мне отдали мои родители. А неправды все больше? А неправды все больше. И реакция все болезненнее? А реакция с годами вообще болезненнее. Раньше вообще оно все от меня отпадало, как, в общем, грязь на дожде. В общем, но, к сожалению, такой мир, как сказал Фрай, по-моему, Фрай, да, он сказал, я должен покинуть Facebook, потому что в этом бассейне стало слишком много людей, которые в него писают. Вот, поэтому вот такая жизнь. Чем родители занимались? Кто они по профессии? Отец мой профессор, папа мой профессор, он возглавляет кафедру кибернетики и вычислительной техники. Так, чтобы для людей, чтобы было понятно, это вообще математик, простым языком. Он, конечно, увлекся в какой-то момент компьютерной техникой, безумно увлекся, стал профессором, меня все время втягивал в это дело. Я действительно этому отдал часть своей жизни. Он очень хотел. Ну, сегодня это называется, тогда это называлось программист простым языком, сегодня называется это IT-технологии, программирование. А сейчас много всего, веб-дизайн и так далее. Мы языки эти, как вспомню эти все, бейсики, караты, C++. Да. Их очень много всего в моей жизни, значит, это было на ранней стадии. Он, конечно, хотел передать свои знания, потому что у моего отца действительно потрясающие ученики. И если раньше которые живут и работают за границей, очень много людей, которые ему безумно благодарны, так как мой отец такой же болезненный максималист, как и я, он ничего от них не принимает.
коробку конфет. Я говорю, как ты можешь? Приехал пацан там в Америке. Он, ну, в Америке получил классную работу. Все, он получает там $5000. Значит, это только начальная была ставка. Сейчас он наверняка уже очень богатый человек. Значит, он приехал, принес ему там какие-то конфеты, коньяк. Он его гонит по институту, по коридорам. Ну, стыдно. Но я ему все равно говорю. Плохая наследственность. Жуткая. Но я благодарен такой наследству. А мама? Да, значит, мама моя всю жизнь проработала инженером. После Монголии мы жили много лет в Монголии. Я жил 4 года. Отец мой работал вообще 20 лет. Так что папу я своего не видел толком. Да, он был один из ведущих советских специалистов. Строил, по большому счету, горно-обогатительные комбинаты. То, что развито в Кривом Роге. РДНет. РДНет, тот самый город, большой город-гигант. Там гигантский горно-обогатительный комбинат. Так, не знаю, папа меня запрещает такое говорить. Но там есть даже стелла небольшая моему отцу. Это они там еще поставили, потому что он для них там бог. Он воспитал очень много Интересно. ученых, которые получили потом... Тогда в Советском Союзе защищали кандидатские. Со всего Советского Союза приезжали специалисты, и в основном защищались все в Москве. Собственно говоря, и мой отец тоже там защищался, поэтому он их воспитал, обучил этих ребят, они стали кандидатами наук, докторами наук, учеными, сегодня они там руководят на уровне... Ты там тоже пожил, да, немножко? С в китайскими Орденете? специалистами. Я жил в Орденете 4 года. Есть плюсы и минусы, конечно. Когда говорил про маму, почему? Потому что самый большой минус – здоровье, которое потеряли мои родители там окончательно. Степь? Особенно, да. Ну, там тяжелейший климат. Знаешь, там как-то летом отправили. Там было 2 магазина. Как-то летом на рассвете. Так и было. Да, на рассвете. На рассвете это с детства у нас. Да. Мы просыпались, папа, значит, отправлял меня в магазин. Магазины были верхний и нижний, так назывались. Ну, соответственно, от геолокации, языком современным говоря. И ты идешь, значит, в магазин. Я вышел в солнце, в шортиках, сам, ключ на шее, родители на работе. Я иду, да, пошел снежок. Поэтому вот эти климатические изменения, они привели к ухудшению серьезному здоровью моей матери. Она там пробыла со мной 4 года, и мы с ней на Ту-134 до сих пор помню, вернулись на родину, вернулись в Украину. Она не смогла, после этого уже она инженером работать не смогла. Но, в принципе, проработала 40 лет, 1600 гривен пенсия, жизнь удалась. Во время учебы в Монголии ты что-то Да. по-монгольски выучил? Да, что-то было. Язык- Мой язык- отец говорит, ну как ты находил я с монголами? Ничего не- Бахкуй, помню, бахкуй. Ну из-за слова куй, поэтому я помню, бахкуй это нету. Нету. А там действительно многого не было, поэтому... Сплошной баку. Сплошной бахкуй был. Я помню, ну действительно, это очереди. Мне родители рассказывают, как я прихожу домой. Где-то на улице я увидел, как едят арбуз. Это вообще это невозможно. Ну, это понятно тоже, значит, Советский Союз полностью, все, что туда отдавал. Деньги, ученых, все поднимали, все, да, и у нас длиннючая очередь, и мы стоим. И моя мама вспоминает, как я плачу, потому что перед нами заканчиваются эти арбузы. Она говорит, ну ничего, мы через месяц вам привезем. Вот. Ну вообще... Но зато было, знаете, вот это мы с отцом делали всегда баранину в фольге. Да, вот. Вот это там было. Вот это было. Вот И это было фольга, вкусно. и баранина, да. И даже я пробовал кумыс. Да, даже пробовал кумыс. Ну вот. Володя, Кривой Рог твоего детства, что это за город был? Бандитский город. Город 90-х. Но были какие-то законы, правда. Я мальчик, который носит серьгу в ухе. Ну, мы же всегда были против всего. Дырочка осталась? Дырочка осталась. Серьги? Нет, сняли. Серьги нет, дырочка осталась. Нет, на уроках и на дискотеке 2 закона, ты делаешь вид, уже тогда начались проявляться актерские данные. Ты делаешь вид, что у тебя все время чешется ухо. Вот, да. Ну, потому что, было такое настроение внутреннее. Стиляк. Мы были фанатами рок-н-ролла, Битлз, Жанны Агузаровой. Да, правда, в общем. И да, 90-е, но были законы какие-то. Ты идешь, если ты идешь с девочкой по улице, с девочкой. Не тронут. Не трогают пацаны, да.
Но город пришел. мрачный был, да? Город был мрачный, я занимался, значит, играл на фортепиано, значит, был город такой мрачный, что эти пальцы, в общем, не должны были Помнят. этим заниматься, эти пальцы и руки помнят, поэтому, как я говорю, не я пошел, а меня отдали. Сначала отдали меня на классическую борьбу греко-римскую, чтобы я как-то хоть адаптировался к городу своей жизни, а потом на тяжелую атлетику. А тянет вообще Кривой Рог? Ностальгия какая-то Я есть? очень люблю Кривой Рог. Вот так. Я обожаю Кривой Рог. Я вообще считаю, что города такие уютные, провинциальные. И я знаю по реакции людей, даже когда мы с концертами, и как нас ждут. Там все открытые, там все ждут тебя. Не потому, что ты какой-то там символ, но для них это... Они более открытые. Я почему не любил Москву? Я там 6 лет прожил, проработал, потому что можно постучаться, дверь не откроют. Это во всем. Не дело в том, что там к соседу какому-то. Это вообще, это по А в жизни. Кривом Роге откроют. Всегда накормят, значит, обогреют, как говорится. Да, Кривой Рог – это такое, большая моя душа, большое сердце. Я там все получил. Вообще, все, что я в жизни получил, я за это благодарен городу Кривому Рогу. Я получил жизнь, я получил то, что меня никуда не увезли мои родители, остались в Кривом Роге, потому что, естественно, похоронены, там для нас это святое, похоронены наши предки. Они до сих пор там родители, да? Все там И не родители хотят не переезжать в хотят. Киев. Для них это, слушайте, надо ходить на могилы с цветами, надо жить и умереть там, где ты родился. Есть какие-то законы в этом. Вот. Это, у меня такое же отношение к Украине, просто моей профессии сегодняшней в Кривом Роге, увы, не было. Хотя кто его знает. Знаете, как в Америке, у них там тоже сначала студии были в Нью-Йорках, Лос-Анджелесах, Да. киностудия, а потом в Чикаго, потом появилась опера и так далее. Может, когда-нибудь в Кривом Роге будет самая большая киностудия. Ты знаешь, Кривой Рог мы заговорили. Я сейчас вспомнил, как покойный Михаил Задорнов обсмеивал всячески, говорил. И Криворожицы? И конкурс, да. мисс Мы ему эту Криворожен. шутку не забудем. И знаешь, что я вспомнил сейчас? Когда он умирал, он лежал в больнице Шарите в Берлине. У него был рак мозга, ему сделали операцию. И вот у меня на мобильном, я на тренировке, у меня на мобильном 7 звонков подряд от него. И он Вы мне дружили, говорит, да? Да, мы дружили. И он мне говорит, ты знаешь, я смотрю одну за другой серии Зеленского и «Квартала 95». Как мне ему сказать, что он очень талантливый? Услышать от Задорнова это, что я восхищаюсь им, услышать от Задорнова это практически нереально было. Он редко кому такое говорил. И я говорю, ну я сейчас позвоню, и я тебе тогда позвонил, и ты ему перезвонил и поблагодарил. Да. Это настолько было трогательно. Вот он уже умирал, уходил. Все. Да. Я помню этот момент, мне действительно было очень приятно. Он сказал такую фразу, такую, как вам сказать, просто у нас перед смертью, я не знаю, можно ли это говорить. Можно, Да, он говорит, можно. я хочу вас поблагодарить, мы с вами не знакомы, мне дал контакт Дима, да, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали, заслугу народа. Я считаю, что, в принципе, вы уже все сделали. Вот. И я, конечно, был обескуражен, мне было очень приятно, да, звонила ко мне его сначала сестра, правда. Сестра с ним Звонила сидела, сестра, да. Вот. Ну, а про... И это, конечно, трогательно. У меня таких несколько звонков было. Они после 2014 года, люди, зная мою позицию внутреннюю, жизненную по поводу Украины, со мной перестали же люди разговаривать вообще из Москвы. А там были руководители каналов. Понятно, что мы как продюсеры вели различные и бизнес-отношения, и разговоры, просто все пропали. И вот это был один из этих звонков. И поэтому я был правда приятно удивлен. И такой же у меня был звонок еще от Гусмана, Юлия Соломоновича Гусмана, который тоже судил всегда КВН. И в КВН, когда я играл, он... Ну, то есть, в принципе, я никогда не получал от него никаких там восторженных приятностей, скажем так. Вот он мне сказал, ну, там много всего он хорошего сказал. В общем,
Прямо очень много. Володь, это правда, что в школе ты хотел стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО? Вожделенный вообще. Да, институт. я в школе хотел стать дипломатом. Это была моя мечта. Меня интересовали международные переговоры, мне это все очень нравилось. Я учил английский язык, заканчивал английскую спецшколу. Вот. Ты себя к чему-то готовил? Я не знаю, кто меня готов, мы сами не знаем. Но есть обстоятельства жизненные. И это, в принципе, продолжает тему, что мне дал мой родной город. Он мне дал мою жену, он мне дал знакомство с моей любимой женой, будущей тогда, сегодняшней, и рождение моей дочери. Но было обстоятельство, вот в этот момент, ты же еще не глубоко, ты просто встречаешься. Мы встречались 8 лет. То есть не спешили, да. Познакомились где? В школе? Мы познакомились в школе, мы учились в одной школе, мы учились в параллельных классах. Вот. Был выпускной вечер, все пацаны присматривались к девчонкам. Ну как так, выпускной, надо с кем-то пойти. Во-первых, с кем-то пойти, во-вторых, как я уже говорил, идти с девочкой по улице безопаснее. Не тронут, да. Да, я увидел ее на школьной линейке, в общем, и, как мне показалось, в общем, я симпатизировал ей, потом влюбился. Глубоко, бесповоротно. Да, мы очень много лет вместе. И вот когда я хотел поступать, собственно, в Институт международных отношений, было 2 варианта. Всего 2 варианта. Был МГИМО, это типа считался потолок, топ вообще. И вариант был КИМО, тогда появилось в нашем пространстве. Я даже не знаю, когда. Но тут уже учились Порошенко с Саакашвили, поэтому... Нет, нам туда не надо. Нет, дело в том, что одна девочка из моего класса, а мы все англоязычный класс, мы, в принципе, все видели перспективу вот в таком пространстве. И девочка в одном классе, у нее родители были там серьезные, не хочу сейчас говорить фамилию, не пускать, так сказать, так, в общем. Настолько серьезные? Нет. Но тогда это было для нас... Слушай, ты не понимаешь, как мы жили в Кривом Роге. Я, если тебе порассказываю, ты будешь, Приятно удивлен. Очень. Да, девочка, она сказала, что... не она сказала, родители сказали, там надо решать вопрос. Решать вопрос... Было не на что. Во-первых, даже если бы было на что, папа меня бы повесил на первом же суку во дворе. Никто ничего не решал. Чтобы ты понял, когда я поступал на юрфак, это была совершенно другая кафедра, это было новшество в нашем городе. Я заканчивал международная экономика и право, факультет, правознавство, специальность. Там просто главный первый экзамен был английский, а второй экзамен теория государства и права. Я прекрасно знал эти 2 предмета. Я, конечно, не очень хотел что-то там еще лишнее учить. Я знаю это, слушай, я пошел и пошел. Так мой папа выехал из страны. Вот в тот год он не ехал в Монголию, ему не надо было. Так мой папа позвонил монголам, которые его до этого уговаривали. Давай, приедь, Саша. Он говорит, а уже здоровья нема. Приедь, пожалуйста, поработай. Так он специально позвонил, говорит, я согласен. Он выехал из страны, чтобы никто в городе не подумал, что мой папа как-то повлиял на мое поступление. Может, он просто хотел выехать из страны. Это совпало. Да, мой папа никогда не хотел выехать из страны. У меня было много моментов, когда я мог выехать из страны. Вот я по поводу выехать из страны хотел спросить. В 16 лет ты получил грант на бесплатное обучение в Израиле. Да, я туда не поехал. Я выиграл конкурс, мы сдавали TOEFL. Там англичане не знают, что это такое. Это такой спецэкзамен по английскому языку. В общем, он проходил в городе Днепр. Тогда для меня вообще поехать в Днепр, это уже было за границей. Я, в принципе, уже осуществил желаемое. Вот. И да, я выиграл этот конкурс с одной девочкой. Красивой? Очень симпатичная. Инка Ковалева, значит, она уехала в Израиль. Она уехала. Вот. И нас там ряд ребят еще из области, они выиграли. Уехали все. Из тех, из нашего, скажем так, ребят, которые сдавали этот экзамен, вот из этой группы, которая зашла в этот класс, и там был потом список. Нас как-то делили, в общем, на группы специальные. Уехали все, кроме меня. Почему ты не поехал? Отец мой не отпустил меня. Он сказал, через мой труп. И я тогда, я не знаю, я уходил из дому, я жил у друзей, я там у Пикалова Сашки, мы же, там со многими
со школы, с детства. Я жил там, я кричал, я, в общем, угрожал ему, бросал в него тапок, он бросал в меня. Да, он сказал нет. Весело вы жили там? Мы жили весело, мы жили жестко. Мой отец работал сутками. Потому что он всегда говорил, смотри, у нас дома всегда у детей будет мясо. А это не просто фраза «будет мясо». Да, мяса не было. Мяса не было. У меня было полно ребят из моего окружения. Там Вадик Переверзев, один из ребят, с которым я тоже с самого начала, вот он, на год меня старше, учился и в школе, а потом на юрфаке мы вместе учились. Он автор в «Квартала 95», один из ведущих авторов. Вот. У них было мясо по средам. Это было так. Вот рыба по четвергам. А рыбы не было тогда. Рыба только что, карась и карпик, да. А про другую рыбу никто не знал. Всегда подкармливали, значит, всегда приходили к нам, что-то там кушали. Папа всегда хотел с мамой, чтобы все были вокруг сыты. Знаешь как? И бабушка. Все должны быть накормлены. Володя, а как подобрался костяк студии «Квартал 95» и как удалось выстроить с этими ребятами многолетние правильные отношения? Что такое вообще правильные отношения? Отношения правильные... Когда люди столько лет вместе, это и не перессорились. А это родственники. Они и ссорились, и мирились. Они, скандалили. Это не ссора, это разные вещи, да. Это и друг другу все сказали. Не раз. Это и выпили. До драк не доходило, но могли руку друг на друга поднять. Да, это нормальная история. Вообще это нормальные мужские разговоры. Я очень дорожу дружбой людей, с которыми я вырос. И я максимально всегда делал, чтобы те, кто выросли со мной, потому что они прошли все, и медные трубы, и Кривой Рог. Там идет Крым, медные трубы, а потом идет Кривой Рог, в общем. Да. Вообще удивительно, да, такие долгие отношения и вот стабильные. Я боролся всегда за эти отношения, я тебе честно скажу. Я надеюсь, что они тоже. Я всегда боролся. Были периоды, когда многие из этих ребят меняли курс, шли новым курсом. Шли коммерческим курсом. Тогда это было так. Ленка, допустим, Кравец, она пошла работать в Макдоналдс. Тогда только открылся Макдоналдс. У нас в Кривом Роге зарплата, там какая-то зарплата была $100. Это считалось, ты даже не понимаешь, сколько. Я прибегал к ней и говорил, послушай, мы должны, она говорит, я не могу, Вов, понимаешь, послушай, мы должны быть командой, мы должны ехать на игры, мы должны ехать в Москву, тогда высшая лига была только в Москве, КВН, потом в Украине появился большой. Мы обязаны это делать, я отпрашивал, значит, у ее начальника Макдональдс, я выступал перед, значит, там, в Макдональдсе, прямо в Макдональдсе мы выступали, давали концерты, и из-за этого у них поток людей в Макдональдсе был больше. В Макдональдсе у нас была очередь, потому что знали, что может выступить «Квартал». Вот. Поэтому шел на все, а все ребята вырос. Я помню, ребята из Кривого Рога, да? Очень много. Саня Пикалов, который у нас играет бежавшего Виктора Федоровича. Видите, Федорович убежал, а он есть. А он остался. А он остался, да. Саша Пикалов, несколько авторов ключевых. Криворожане. Вадик, Рома Маров, значит, Юрка Крапов, который на сцене, мы с ними играем парные номера. Лена Кравец. Вот. Наш любимый был музыкант, покойный, царство ему небесное. Да, разбился он на автомобиле. Всегда приезжаем в Кривой Рог на могилу к нему каждый год. Каждый год мы все встречаемся, вот нашей криворожской командой, на могиле у нашего музыканта. Удивительно. И сделали могилу в виде фортепиано. Да, такой очень красивый памятник. У самого сейчас комок к горлу. Всегда он курил красное Мальборо. И вот мы уже не курим, многие, и уже там и побросали. Иногда, когда нервничаешь, там, да, он курил красное Мальборо, и мы всегда, мы наливаем, как он говорил, дайте мне, пожалуйста, вонючей дешевой водки. Вот, он был самый старший из нас, погиб он в 36 лет, уже мы его старше. И обязательно рюмочка вонючей водки, мы все выпиваем эту водку, все выкуриваем красное Мальборо. В общем, такая жизнь, да, он уснул за рулем, к сожалению.
Из-за чего в 2003 году произошел у тебя конфликт с Масляковым, который руководил КВНом? По той же причине, по причине командности. Ну, то есть я всегда уважал КВН в целом, потому что он все-таки он очень сильный нам дал Толчок, такой большой шаг в будущее. Я всегда благодарен всем, кто мне что-то дал. Потому что я считаю, нельзя забывать. Как и благодарен к родителям, Кривому Рогу, так и КВНу. Это в определенный момент вырваться пацану из провинциального города очень сложно. А команде невозможно. Невероятно. А команде из Украины было невозможно вообще. А команде из Кривого Рога это просто удача. Невозможно в частности. В частности. Это просто была большая удача. Мы играли единственное, когда мы играли в КВН высшей лиги в Москве, мы были единственной командой из Украины. И, в принципе, и чемпионами мы были. И мы всех победили. Вот. А уже кварталом, потом мы проиграли. Было очень сложно. Я помню, как все говорили, да что это такое, как это может быть? Команда Москвы. Команда Москвы, тогда была сборная Москвы, играет против криворожан. Не может быть такое, чтобы они играли вместе, не дай бог, они выиграли. Было предложение. Я много лет сыграл в КВН, порядка 10 сезонов. Ух. Да, около 10 лет я был в команде в первой, когда еще не было квартала, я был автором команды Запорожье Кривой Рог Транзит. Вот. Конечно же, было очень много лиг, чтобы было понятно, на постсоветском пространстве. Было огромное количество лиг, когда понимали, что мы заканчиваем, команда «Квартал», как КВНовский коллектив заканчивает жизнь. Мне было предложение очень простое – остаться редактором в клубе веселых и находчивых, а ребят распустить. Это называлось так. Для меня это вообще больной вопрос. Что такое распустить друзей? Это что такое? Это рабы. Рабство отменили, мне так кажется. Вот. Я сказал, что нет, я только с ребятами. И конфликт был на том, что такое вместе с ребятами надо что-то делать. Мы приехали в Киев, сделали первый квартал, мне звонили, говорили, закрывали Октябрьский зал, не давали сначала туда, попасть. Я даже не уверен, что это сам Масляков делал, честно. У меня нет доказательств. Вот, но тем не менее, мы провели съемку 95-го квартала, а это значило все. Ты вышел из КВН, ты вышел в самостоятельную жизнь. На этом был главный. И я был предан анафеме. Так и говорили. И она не снята. Да. Я не знаю. Нет, как-то я не знаю. Может, через много лет мы встретились с Масляковым, это был где-то год 10-й. Он сказал, я знаю, ты очень уважаемый человек в Украине, рад за твои успехи. Я сказал, спасибо и вам, Александр Васильевич. Удивительная история. Скромный мальчик из хорошей семьи, интеллигентный. И стал таким нескромным и нехорошим. Кривой Рог. Скажи, пожалуйста, у тебя было когда-нибудь ощущение, что ты можешь совершить такой головокружительный взлет? Вот что-то тебя вело по жизни или все происходило само собой? Только поступки. Я вообще считаю, что надо поступать сегодня так, чтобы не было стыдно завтра. Меня так учили. Я так поступаю всегда. В 99% случаев я поступаю так. Иногда получается по-другому. Не хочу говорить, что из-за кого-то. Все равно все в итоге из-за нас. Поэтому не надо на кого-то перекладывать. Но факт остается фактом. Только так. И что-то меня вело, что вокруг всегда помогали люди. Вокруг кто-то появлялся, вдруг появлялся какой-то человек, говорит, я сам сомневался, он говорит, да давай, да ты нормальный, все. А часто сомневался? Нет, в принципе нет. В принципе нет, я такой, в общем, парень, если я ввязался в битву, я, как правило, из нее не выхожу. Могу проиграть, но выйти посередине, белый флаг не наш флаг. Не наша тема. Я неоднократно видел, как ты выступал перед президентами разных стран. Да. Скажи, пожалуйста, перед какими президентами ты выступал? Перед всеми. Перед всеми президентами бывшего Советского Союза. Бывшего Союза, да. Все были у нас были как отдельные выступления, так был саммит, я помню Крымский саммит, про Крым мы теперь можем только вспоминать. Пока, да. Вот. Там были саммиты, там были все президенты Украины, был президент России, в разное время разные были. И Ельцин ты застал? Нет, Ельцина не застал. Да. Путин и Медведев? Путин, Медведев.
были президент Армении, был президент Азербайджана, президент Грузии, потом Казахстана, наверное. Казахстана был президент, по-моему, был... Для которого кривой рог не пустой звук, между прочим. Да, президент был Молдавии, по-моему, тогда Воронин, да. Воронин да. тогда был, да. Коммунист. Да. А это были саммиты, собирались все, президент Квасневский, ну и в общем. Как они себя вели, вот, когда вы выступали перед ними? В какой момент? Начало праздника или середина? Начало, понятно. Начало все Да. очень-очень строгие. Все ждут, все спокойные, специальные люди какие-то что-то там пробуют, да, потом они садятся и пробуют, да. Вот, значит, все сидели, а потом это было уже, так, знаешь, пару культурных тостов, а потом это пьянка. Ну, нормально, приличная. Никто не дрался. Что удивительно. Что удивительно, да. С Путиным лично ты знаком? Нет. Ну, вот так видел. Ты наблюдал за его реакцией на свои выступления? Мне кажется, они смеялись. Я помню, знаешь, чью реакцию на мое выступление? Вот это я точно помню, потому что к нам подошли. Значит, когда был Медведев президентом, и был Янукович. Уже смешно. Ну, тем не менее, да, история есть история. Да, значит, а у них они были, значит, пригласили нас на мероприятие, сказали, будут президенты. Ну, мы знаем, ну, будут президенты, хорошо. Да. Кстати, мы никогда, честно скажу, мы выступали за гонорар. Я должен вам сказать, потому что многие звезды, я знаю, работают бесплатно для работы. За еду. Не знаю, я называю это, может, это впоследствии за еду, но это за звание. Да, у меня был смешной такой случай по поводу званий. Сейчас сначала этот закончу, да. Значит, история такая, сказали, для президентов. Значит, я не помню фамилию, Миша, я помню, был министром культуры у нас. Кулиняк. Кулиняк, скрипач, да, Миша. Да. На крыше. Да, ну я не знаю, где он сейчас. Скрипач на крыше. Скрипач на крыше, понятно. Да, значит, он говорит, будем выступать перед президентами. Я говорю, да, привезли нас в какой-то очередной лес. Обычно это всегда в лесу, в лесу какая-то. Привязали к деревьям. Нет, не дождетесь. Значит, была сцена. Значит, мы выступали, и я помню, тогда выступала, значит, как группа. Группа наша, значит, выступала. Ребята лабухи были. Авиатор, небось, нет? Не, какие-то лабухи были. Это лабухи были. Что такое лабухи, ты же прекрасно это понимаешь. Просто умеют играть иностранную музыку и шансон. Назовем это так. Что любят эти люди. И была Павали. Значит, еще была Павали. А почему я помню, что была Павали? А я объясню. Значит, выступаем мы. Значит, пришло 2 человека, да, значит, Медведев и Янукович. Сидят они вдвоем. Я удивлен, говорю, Миша, что вы нас подставили? Всего 2 человека. Я думал, тут мы там все разодеты в костюм. Бога, 2 президента. Ну хорошо, работаем сколько? Полчаса. Полчаса, отлично. И мы пошабашили и домой. Да, хорошо. Значит, мы выступаем. И, значит, после выступления я говорю, а сейчас встречайте, значит, там народная артистка, значит, Павали. И знаю, что я собираюсь, шмотки, домой, быстрее домой в семью. Это объявляю, выходит, значит, Павали, а эти 2 красавцев, они, значит, встают и уходят. То есть из публики всего 2 человека. Ты представь себе это ощущение. В лесу огромная сцена, 2 человека. Ставь Салюши. Значит, этот бежит, значит, а вступление, значит, дождись финала, ты все поймешь. Вступление там было какое-то та-та-та-та-та-та-та-та. Она только начинает петь, они встали и пошли. Значит, мы там переоделись, он возвращается, говорит, слушай, там у них срочная там беседа. Сейчас нужно будет еще один блок показать. Я говорю, Миш, ты издеваешься или что? На один договаривались. Мы же договорились так, мы же серьезные ребята. Ну, слушай, тут тоже президент, имей совесть. Мало ли что. Я говорю, да что, ну ладно, хорошо. Убедил нас, что надо подождать. Значит, 2 часть марлезонского балета. Ждем мы, конечно, не полчаса, ждали мы 1,5 часа. Возвращаются они вдвоем в халатах. В халатах они возвращаются. В халатах садятся на стол. Я смотрю на этого Мишу, он мне, все нормально, типа работаем. Значит, я выхожу, мы показываем 2 кусочек. Острые политические шутки, разные, да.
И, значит, Они снимают халаты. нет, если бы, это тогда бы нам пришлось платить. Да, значит, я говорю, а сейчас, ребята, народная артистка Украины Таисия Повалий. Вот тут они точно снимают Тут халаты. они точно встали и опять ушли. Так. Значит, а если это? Миша этот говорит, ну, в общем, такая ситуация, Вов, там они вас зовут. Хотят, в общем, вас поблагодарить. Их не было опять полчаса, они вернулись. Значит, подходим мы. И вот Медведев говорит, мне говорит, что ребята, значит, в общем, говорит, Владимир, значит, конечно, шутки очень острые. А потому что, ну, были политические шутки. Очень острые шутки. Да, а Павлий так и не спела, чтобы было понятно. Опять на вступление она вышла и ушла. Он говорит, шутки очень острые. Конечно, мне очень понравилось, но у нас так не надо. Вот он мне сказал, это я запомнил, да. И был Житков Валера. Я решил еще, значит, сказать при этом, ну, это же надо же, мне обязательно надо что-то ляпнуть, да. Как говорила моя бабушка, ты не можешь спокойно, тебе надо что-то ляпнуть. Я говорю, у нас, кстати, в коллективе, вот Валера Житков есть. А вы знаете, что он русский гражданин? У него русский паспорт. Он говорит, да? Ну, хорошо, что вы здесь. Вот, и тут Виктор Федорович берет слово, говорит, спасибо, ребята, да, спасибо. И стоит, значит, Повалий, говорит, ну, мне всегда нравился ваш юмор, Таечка, но ваши песни сегодня были великолепны. Я просто, когда ты сказал, что они в халатах пришли, вспомнил анекдот сразу, как два грузина идут один навстречу другому, и один спрашивает, Гоги, ты где вчера был? Он говорит, с Гиви в шахматы играли. И кто кого? Никто никого, я же говорю, в шахматы. Просто играли в шахматы. Ты хотел рассказать что-то. А вторая, это не вторая, их миллион этих историй, выступления перед вот этими, значит, людьми, по поводу, кто за что работал, за какие, Да. значит, барыши, да. Пельш, Собчак и я. Ну, Пельш как представитель прибалтийской, значит. Внук члена Политбюро, между прочим, Да. Арвида Яновича Пельша, да. Ну вот не случайно, значит, был на праздник. Что я там тогда делал? Я не знаю, потому что Собчачки тоже политические Да-да-да. корни. Собчак, Ксения, вот, и я, значит, вот 3 человека, трое ведущих, значит, большого мероприятия, вот саммита, где все в Крыму. Потому что тогда в халатах это было под Киевом. Да, значит, в Крыму. И мы ведем, и все, я не хочу сейчас перечислять фамилии артистов. Ну, потому просто что все. просто все артисты, вот это все наши, все русские, значит, ну все. Вот вообще всех, кого мы знаем, всех, кто народные артисты. Ну и мы заморыши из квартала 95, потому что званий у нас нет. Вот. И все, это печальное зрелище, значит, когда все после своего выступления благодарят, и что, и вот это, и звание, и красная линия была, нам бы вот это вот тут бы кусочек, конечно, кусочек бы вот это вот в Крыму бы тут кусочек земли. Ну, жуткое зрелище, что такое мещанство, честно говоря. Ну, очень неважно, что-то там говорят, что-то где-то выступают, вот и так далее, значит, и вот так вот, значит, в конце, значит, Пельш решил как бы в юмор это как-то перевести, но не забыл и про свой кусочек земли напомнить. Да, Собчак говорит, ой, а мне понравилось, и мы так это, и тоже было бы хорошо сюда. Это хорошо, он говорит, что Пельш говорит, что хорошо бы было бы в Крым приезжать куда-то. Не просто в Крым, а к себе. Да, в общем, а меня угораздило сказать, что спасибо, все есть, ничего не надо, работаем за деньги. Да, поэтому я, честно говоря, всегда считал, что артист, если он выступает, неважно перед кем, он должен выступать за свой гонорар, который заслуженно он получает. Вот, и это важнее. Тебе часто приходится выступать и перед президентами, и перед олигархами. Кто из них самый яркий и креативный во время твоих выступлений? Вот чем кто-то запомнился так, что не может забыться? Мне нравился всегда, значит, именно мы говорим про выступления, потому что я не про их жизнь политическую, Да. это общество пусть оценивает. Кравчук, Леонид Макарович, уважаемый, он всегда открывает открывал любые такие большие, значит, мероприятия. Первый. Всегда первый, потом первый президент. И, значит, и он всегда говорил... Я потом спрашивал
У него самая красивая украинская мова, и это действительно все очень красиво. Ну, вообще красавец. Да, он красавец. Он всегда говорил, мне всегда нравилась вот эта вот фраза, когда он говорит, я дуже вас всіх прошу, ну, буквально 5 хвилин, дуже багато людей, дуже багато тостів, будь ласка. Он все это говорит и начинал свой тост вещать минут на 15. Но это было всегда очень красиво. Вот. Что касается... Многие вообще стесняются говорить. Многие шутят. Вот. А у кого самое хорошее чувство юмора из них? Хорошее чувство юмора у Кучмы. Хорошее чувство юмора у... Мы про политиков или Да, про всех? про политиков, про олигархов. Про политиков-олигархов? Да. Но если про олигархов, самый хороший у Коломойского. Коломойский шутит хорошо, Кучма шутит хорошо. Как мне Кучма как-то сказал, он мне говорит, по поводу наших шуток, он мне говорит, а у нас нормальные отношения, очень нормальные отношения, да, он знает, что мы шутили. Правда, он успел уже уйти с поста, когда мы стали совсем жестко шутить про политику, да, успел. И он мне говорит, Леонид Данилович, он мне говорит, от знаєш, у тебе такий жарт був колись, говорить, значить, когда ты... А была такая шутка, я возле трибуны, я пародировал Кучму, еще во времена его каденции, значит, и говорил, вот сегодня мы рассчитались, когда был как раз момент, когда мы рассчитывались с русскими за газ. Что-то такое было очередной раз. Ну, говорит, сегодня мы рассчитались с русскими за газ. И в этот момент я в пиджаке выходил из-за трибунки, оставался в одних трусах. И он мне говорит, знаешь, что я хочу тебе сказать с приводу этого жарта? Я говорю, что, Леонид Данилович? Он говорит, у меня трусы лучше. Класс. Да, ну мне пришлось, конечно, ему опять ляпнуть, а я был не в своих. Да, но было нормально. Вот, кто еще? Особо, с кем я особо президенты приглашали, да. В общем, так я близко, я не знаком. Ну, я не раз слышал, у тебя в таком кругу бывают шутки, ну, на грани фола или даже за гранью бывает. Кто-то из этих ребят, я имею в виду президентов и олигархов, когда-нибудь обижался вот прямо на мероприятии? Ну, я думаю, что обижались многие. Но я думаю, что им, да? втихую, им хватало сил, да. Я знаю, Виталий Кличко обижается. Да, серьезно? Да, он обидчивый. Почему? Парень. Ну, он обижается, он считает, что это больше, чем юмор. Это не совсем юмор, он обижается. Он действительно прилично обижается. Да, хотя я ему говорил, что вы обижаете, большой боксер, мы вас уважаем. Но мы же шутим про политику, мы же шутим, это юмор во всем мире. Я говорю, посмотрите вообще, что люди делают. Это уже не шутят над кем-то, а что люди делают вообще за рубежом. Что в Америке происходит. Конечно. Что они делают с Клинтоном, что они делали с Обамой, с Трампом. Я вообще молчу. Трамп дает по себе ездить и вдоль и поперек. Это свобода. А какая самая жесткая шутка была про Виталика, на которую он обиделся? Я не знаю, их столько было. Я не знаю просто вот этот уровень, когда он обижается. Я не знаю. Я знаю, что он и Лысому говорил. Мы как-то там, в общем, на мероприятии пересекались. Ох ты это. Я ему говорю, да вы хоть от него отстаньте, он не пишет. Женя ни при чем. Часто ли приходится извиняться перед людьми за свои шутки? Вот бывали такие моменты? Я вообще я не считаю, что за юмор нужно извиняться. За юмор. Да. Важный момент. Да. Если где-то просочилась какая-то информация или что-то было неприятное про семью, потому что я так сам, я очень бережно к этому отношусь, я уважаю вообще в принципе. Я помню, было что-то у Януковича, было что-то про сына, мы не извинялись. И я против редакционной политики. Я лично сам был против, чтобы эта шутка была. Я был против, потому что там было больно по поводу сына, не по поводу бизнеса. Не по поводу По поводу старшего сына, да? Не, там было по поводу младшего, поэтому это было не связано ни с бизнесом, ни с политическим. Уже после делами. его смерти? Не, ну вы что, он вообще без царя в голове. Да нет, вы что. Конечно же, это было... После это вообще неинтересно. Я имею в виду, что не то, что после каденции Януковича, а после смерти так вообще об этом нельзя говорить, никому не желаю. А там было, когда Виктор Федорович Янукович был президентом Украины, была какая-то история с сыном неприятная. Он напрягся, Янукович,
Не, мне кажется, его напрягали шутки по поводу его личности. Да. Что за конфликт был с Рамзаном Кадыровым, после которого пришлось извиниться перед ним? Что это было? Я объясню тебе, Димочка, как это произошло. Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый Ньюс». Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу. И занималась другая редакторская группа. Там не в нем было. Там дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. И мне позвонили и сказали, что вы думаете по этому поводу, там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило, потому что я сказал, что смотрите, я не знаю, в чем там суть, я пересмотрю эту историю, я еще глубоко не понимаю, что. Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, потому что религия болезненная тема, тонкая, да. Очень тонкая грань, и не надо. Это некрасиво просто обижать другие там интересы религиозные, и тогда просто нехорошо. Вот что я сказал, перед всем мусульманским миром, если наши ребята, я за них, потому что наших ребят могут не знать там в СНГ там, и так далее, но я за них хочу попросить прощения. Учитывая твое многолетнее общение и на мероприятиях, и в жизни с рядом таких серьезных персонажей, я тебя попрошу немножко их охарактеризовать. Леонид Макарович Кравчук, первый президент Украины. Ну, вот я уже сказал, я уже застал, когда он был просто красноречив. Обычно то, что я слушаю по телевизору, ну, говорит вещи мудрые. Вот последний момент я слышал по поводу там и военного положения, когда собирались старейшины и говорили об этом. Да, звучит это достаточно мудро. Мне очень сложно сказать, что в какой период он получил страну, и что это был очень сложный период. Мне сложно характеризовать его как президента. Быть первым всегда сложно. Быть первым – это огромная ответственность. Вот, поэтому сложно. Ну, слушайте, наверное, я думаю, что он что-то хотел сделать качественное, хорошее. Я надеюсь, что каждый из наших президентов хотел что-то сделать хорошее для нашей страны. Леонид Кучма. Леонид Денисович, такой простой, в жизни вот такой простой рубаха парень, я бы так назвал. Может выпить, может сыграть на гитаре, может даже спеть. А кто же ему откажет? Виктор Ющенко. С Виктором Ющенко я совсем был не знаком. Практически. Пока не стал его изображать. Пока не стал его играть. Я помню, как один только момент был на администрации Виктора Андреевича Ющенко после победы, после Оранжевой революции, после того, как он стал уже президентом, уже инаугурация была. Мариинский дворец, его же с тех пор ремонтируют. Это что, все? Уже. Помнишь, когда? Уже отремонтировали. Уже отремонтировали, да. Это все мы? Нет. Да, значит, он в Мариинский дворец, новая администрация президента решила показать международной спільноте журналистов, позвали всех в Мариинский дворец, был день журналистики, и решили показать, что вот мы такие вот свободные, мы открыты, и нас пригласили выступить. Вот. И я помню, как мы выступали. Конечно, картинка была интересная, был такой, несколько кресел, он сидел в нем, вот, а вокруг стояли, значит, журналисты. Я помню, что мы выступали, журналисты смеялись, а Виктор Андреевич был очень серьезный, очень серьезный. Потом ему его супруга что-то говорила на ухо, и он начинал смеяться. Вот это я помню. Виктор Федорович Янукович. С Виктором Федоровичем Януковичем у меня было, скажем так, несколько раундов разговоров. Я, наверное, его знал больше, чем других президентов. Виктор Федорович Янукович пытался договориться со мной. По-хорошему. По-хорошему. Это потому что я знаю, что Ющенко просто обижался.
И потом они там были увлечены дружбой с Юлией Владимировной в этот период. Там делили дружбу, я это так называю. А Виктор Федорович Янукович, он был уже в ореоле хозяина страны, вот, и в статусе даже, в своем собственном статусе, который он себе, видимо, создал, или его окружение. И он решил, да, со мной, я думаю, что он со многими журналистами, со многими, я не думаю, я знаю, со многими каналами, он договаривался о том, чтобы мы все были очень, скажем так, мягко говоря, очень лояльны. Я познакомился с Межигорьем, так, скажем так. Да, мы встречались. Раньше всех остальных. Раньше всех остальных. Я, так, скажем так, я был в Межигорье, друзья, когда там еще был Янукович. Когда он был там, когда хозяин был дома. Вот. Да, мы с ним встречались. Вот. В халатах? Ты знаешь, у нас такой был момент, когда мы крепко выпили. Крепко с ним выпили. Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Я редко пью, но, в общем... Кто же ему откажет, он же памятник. Да, а он уже был тогда памятником, да. Но, честно говоря, я ушел своими ногами, в отличие от Виктора Федоровича. Крепкий? Оказалось, да. Но я никогда этим не бравировал, я никогда не хвастался этим, да. Вот, он решил мне показать, где он живет. Конечно, это все было, в общем, как вам сказать, мягко говоря, это жутко, потому что это все... Безумно было. Этого всего было много. Это была пошлость. Это пошлость. Это все давило. Он мне показал там тир, 100 метров, вот, и так далее. Вот. По пенькам ты не попрыгал? Не попрыгал. Уже не с кем было прыгать. Да, он рассказывал, то есть ситуация была очень простая. Я руководил телеканалом «Интер», и этим была вызвана вся история. Я был топ-менеджером 6 каналов во главе с телеканалом «Интер», генпродюсером. И поэтому, в принципе, а я разделил на телеканале «Интер» информационную политику и все остальное, потому мы разделили, потому что у меня постоянные были конфликты с новостями. Постоянно. Они мне говорили, что, слушай, это не твой вопрос. Не вмешивайся в наши вопросы. Это вопрос. Я говорю, да, но это составляет имидж. И мало того, после новостей выходят другие продукты, и люди получают от вас одну информацию, и с этой информацией дальше живут. Это не совсем очень прилично. У нас был постоянный конфликт. Вот. В принципе, я так понимаю, что с новостями у них была налаженная история. Не налаженная была с «Кварталом». То есть оставался, по сути, один человек. Вот. То есть Виктор Федорович себя предлагал мне разные условия. Да, какие? Да. Финансовые, переходы на другие каналы. Большие финансовые? Большие, очень большие. Цифры примерно можем назвать? Я не знаю, прилично это? Да. 100 миллионов. Долларов? Да. И ты не пошел? Нет, конечно. Я же не больной на голову. Существует... Мы же о родителях начинали. Я сейчас о папе подумал твоем. Да, мы же начинали. Вот если мы возьмем на весах вот это все, что у меня есть, и вот эта сумма, то это вот так вот. Вот здесь перевешивает моя жизнь, моя репутация, моя семья. Это очень интересно. Гораздо важнее. Мы сейчас о халатах вспомнили. Задорнов мне рассказывал когда-то, он был близок к Ельцину одно время, очень близок. И он мне рассказывал, как они плавали с Ельциным в халатах, а сзади плыл Коржаков. Они уже... У тебя подобные истории были? Нет. До такого не доходило. Там надо сказать, чтобы это типа предлагали вот вам... Все понимали бюджет канала, чтобы было вообще до конца, чтобы все-таки я хочу до конца быть честным с этой суммой. То есть эта сумма... Вот есть такой бюджет канала. Зачем тебе такой бюджет канала? Ну, там все производится. Ты можешь получить такую сумму и делай, что хочешь. Вот так, наверное, точнее. Да. Когда Виктор Федорович отбыл из страны, ты ощутил какую-то тоску по нему? Это, по-моему, Саня Пекалов наш ощутил. Он испугался, что кому ему играть теперь. Да, оказалось, есть. Хватает, ребят, да. Да нет, слушайте, когда он отбыл, тот вид, в котором он отбыл, то, что произошло в нашей стране, это уже не тоска и не тоска зеленая. Это следующий. Это печаль. Это печаль и грусть, да. Вот это да. Петр Алексеевич Порошенко. Поговорим и о нем. Да, хорошо.
Что он за человек и какие у вас были интересные встречи? У нас были личные встречи с Петром Алексеевичем Порошенко. 100 миллионов предлагал? Жадный. Не знаю. Вот Виктор Федорович, щедрый человек был. На, Володя, на, иди гуляй. А здесь дай. Нет, даже не было «да». Здесь, а может быть, это, я не знаю, что это. У меня было, ну как, пару встреч было, о которых я не хочу говорить. Они Настолько приятные? Они ни о чем. Ну, они как бы для людей ни о чем, правда. Была встреча, когда, скажем так, приход гаранта сегодняшнего, приход Петра Алексеевича, это для меня было, как, знаешь, как, вот мы ждем с тобой, вот сейчас я, по-моему, пришел к мысли, значит, мы ждем с тобой какой-то фильм, должен выйти хороший фильм. И тебе все начинают говорить: слушай, он очень хороший, пойди посмотри. Он замечательный фильм. И с книжками такая же история. Знаешь, когда миллион людей вокруг, тебе говорят: поверь мне, пойди, ты получишь удовольствие. И ты приходишь, а фильм средний. Очень средний фильм оказался. И ты смотришь, и у тебя разочарование. Может быть, если бы я... Тех, кто говорил. Да, у тебя разочарование, вы знаешь, в чем? В том, что, может, если бы мне ничего не говорили, ну а что ты ожидал? Ну, так и ожидал. Поэтому у меня было глубокое разочарование. Я очень надеялся. Вообще, мои родители, они голосовали, они из востока Украины, ну, юго-восток, Кривой Рог. Естественно, до оранжевой революции, во время оранжевой революции, они голосовали за синих. Ну, что тут, это наш регион, все нормально, это их право выбора. Тут впервые, почему я и говорил про хороший фильм и про мое ощущение общие, они голосовали за Порошенко. Мы все надеялись. Я думал, что вот он, вот символ вот этой декоммунизации. Сейчас уберут памятник Ленина, и через 5 лет будут памятники Порошенко. Очень точное определение, кстати. Угу. И у меня, поэтому я сказал, охарактеризовать могу только к сожалению. У меня разочарование. И вот когда оно начало у меня появляться, когда после победы меня позвал к себе президент, он сказал, что, слушай, мы собираем лучших. Ну, они готовились там к парламентским выборам, да? Пошли с нами в партию депутатом. Неожиданное было такое предложение. Говорю: Петр Алексеевич, я, честно говоря, послушайте. Ну, он говорит, ты же, все знают, что это твоя мечта, построить в Украине Голливуд, чтобы у нас было топовое телевидение, там, английского, да, там мне британское нравится телевидение, там все свободно, все, там нету цензуры, свобода слова. Есть какие-то вопросы к телеку, иди в суд. Офигенно. Я жизнь отдам за свободу слова. Понимаешь? Да, абсолютно. Понимаешь? Пожалуйста, иди в суд, судись. Вот она, красота. Вот это и есть здоровое свободное общество. Вот это и есть здоровое средство массовой информации. Ты посмотрел на него влюбленными глазами, когда он это сказал? Он всегда смотрит влюбленными глазами. И он мне сказал: ты же это мечтал, ты же это хотел, так ты вот этим был. Я говорю: если вы мне даете такие полномочия, это большая ответственность, но я готов это сделать. Так пошли в партию. Я говорю: вот тут я предлагаю такое условие. Простое. Вы мне даете эти полномочия, я это начинаю делать, потому что это долгий процесс, несколько лет. Но я когда увижу, что я начинаю это делать, я подбираю кадры, качество, мы начинаем делать, я сам прибегу к вам и попрошусь к вам в партию. Я пойму, что это мой президент, которого я выбрал наконец-то. Он сказал: нет, так не работает тема. Работает тема наоборот. И ты опять сказал нет. И я пошел. И я пошел к себе. Ну, ты же видишь, Голливуд не строится. Значит, я сказал нет. Не, ну я не хотел бы. Вот такая история. Я понимаю его, я не без претензий. Каждый занимается своим делом. Но я был не готов на эти условия. Разочарование Порошенко у тебя сегодня укрепилось или ты уже об этом не думаешь? У меня разочарование во всей власти, которая сегодня, и в нем в частности. Он гарант, он руководитель, значит, на него ударение самое большое. Так всегда. Главный с абзаца пишется. Поэтому прежде всего внимание на него. Да, я не хочу так жить, вот как я живу. Я не хочу так жить. В чем не проблема? нравится? Мне не нравится. Мало того, мне не нравится, что будут мои жить так дети. Мне не наплевать, как будут жить мои внуки. Мне не все равно. Вообще.
И поэтому мне не нравится. А что хорошего? Что хорошего? Не вижу. Поговорим, наконец, о девушках. Юлия Тимошенко. Ой, про Тимошенко, значит, смотрите, чтобы охарактеризовать Юлию Владимировну, история про Сашу Пикалова. Значит, Саня Пикалов, вообще, чтобы было понятно, мне вообще не нравится слово проукраинский. Почему? Объясню. Потому что мы все украинцы. Это очень серьезная грань, когда мы говорим, он проукраинский, Подожди, мы все украинцы, поэтому мы все проукраинские. Но он такой, знаешь, он сильный, он когда Яны бежал, да я догоню, да мы его мы тут к стенке. Он такой, он радикально настроенный вообще пассажир на нашем самолете, да. Вот. Это будет понятно к чему. До этого он очень сильно разочаровался в бело-голубых. Почему? Потому что когда-то он был за них, а я всегда ему говорил, Шурик, не бывает там так, где-то посредине правда, не спеши. Нет, Вова, мы из этого региона, мы с Востока, Саня, у нас страна, мы везде, мы со всех регионов, тебя же везде рады видеть. И в Донецке, у нас были крутые концерты в Донецке, и в Донецке, и во Львове, да. Но он сам по себе такой человек радикального склада. Он говорит, нет. Потом, когда... Клешко ему надо, если он радикальный. Ну, не такой он там он поймет, как родину любить. Надо, да. Вот. И он, значит, это период, значит, он был антибютовский. Вот. Такой период у него был. Значит, у нас какой-то вечер, где, значит, мы выступали все артисты, я не помню, какой-то праздник, и, значит, смысл такой, западные там представители, не помню, это наша политическая элита, в общем, до чего дошло, значит, медленный танец, и медленный танец, и Тимошенко его пригласил. Белый танец? Дамы приглашают кавалеров. Но она-то не знала, что он не совсем за. Да, а он не знал, кто такая она. И вот вам характеристика. Вот это, помнишь, как танцевали? У нас называлось на пионерском расстоянии. Конечно. Да, вот так это называлось. Вот от этого танца не осталось ничего через минуту. Через минуту они танцевали близко. Он стал бютовцем в танце прямо, наверное. И с какой фразой? Когда он вернулся после танца, мы говорим, ну что, я буду за нее голосовать. Вот так. Один щелчок. Я считаю, что это типичная характеристика очень сильного, обаятельного человека, который имеет вот такое вот влияние на таких людей. Юлия Владимировна, твой фан? Она мне признавалась, что она очень любит то, чем я занимаюсь. В танце признавалась? Нет, я ж с ней не танцевал. Танцевал да. Саня. Через Саню просила передать. Да, она, вот, даже поздравляет меня с 1 апреля. Я не знаю, стебется она или поздравляет, но, по-моему, что-то среднее. Да, она хорошо. Я не знаю, как на самом деле. Я на самом деле хотелось бы верить, да, людям, но нельзя. Поговорим об олигархах. Ренат Леонидович Ахметов. Вообще не знаю человека. Вот так? Вот так вообще не знаю. Вот как здоровались. Вот это правильная характеристика. Здоровались. Не знаю, не вел ни разговоров, ни переговоров. В жизни моей ничего не было с ним связано. Игорь Валерьевич Коломойский. Игорь Валерьевич Коломойский, С ним хоть что-то было связано? Да, конечно. У нас бизнес-отношения, мы телевизионные партнеры. Вообще, честно говоря, с Коломойским, до этого у нас были отношения с Интером много лет. Тогда был Хорошковский хозяином канала. Я не знаю, кто там еще там был. В общем, по крайней мере, я как с владельцем я с ним разговаривал. Вот. Следующий этап нашей жизни был и есть с каналом 1+1. Вообще, чтобы все понимали, ты же прекрасно понимаешь телевизионную структуру. А люди вообще понимают, что у нас происходит? Когда говорят, что кто-то работает на Коломойского, вообще люди понимают, кто на кого работает. Кто на кого работает, да. Это очень важный момент. Значит, у нас все каналы принадлежат, ты прекрасно понимаешь, сейчас добавилось пару олигархов. Значит, было как?
Интер это был, значит, там в разных ипостасях, в разные моменты. Значит, Фирташ, Левочкин, Хорошковский в разные моменты. Группа Интер, ТРК. Группа ТРК Ахметов. Значит, Ньюзван 112, я так понимаю, что сегодня это Медведчук. да. Собственник, 5 канал, прямой канал. Порошенко. Порошенко, 24 канал Садовой. И остальное Пинчук. И Коломойский, группа 1+1 и Пинчук. То есть фактически мы все работники телевидения, вся журналистика, ну, которая вся, ну, есть независимая журналистика, это другое. Мы все работаем на этих, сколько там, 5-6 семей. Как вы познакомились, кстати? Ты помнишь этот исторический момент? По-моему, мне так кажется, что это была наша первая встреча. По-моему, на дне был вот какой-то праздник. По-моему, был какой-то праздник. По-моему, все артисты выступали. Вот один из тех, что я вам перечислял, когда были все присутствовали на празднике. По-моему, так это было. Да, и я помню, что говорил тост господин Пинчук, но ощущение было, что говорит господин Коломойский после каждого его дорогой. Точно, они поздравляли Януковича. Он говорил: дорогой, какой тебе дорогой. Господи, тот говорил, сказал: Виктор Федорович, а еще же у него тут, вон, смотри, жена стоит. Ну, в общем, он вставлял везде эти слова. Ну, понятно, потому что человек такой, человек... Вставить может. Да, думаю, да. Вот. И он очень давно нам предлагал. Ну, через руководителей плюсов. Они нам очень давно предлагали перейти на канал 1+1. Я ни в какой, потому что я руководил телеканалом Интер. Я перешел уже позже, когда понял, что я не смогу работать на канале Интер. Просто физически не смогу. Вот так даже дошло до такого. Да, у нас дошло до таких отношений, что я никого не обвиняю в этих вообще отношениях. Это моя была моральная, человеческая позиция. Я не хочу с этим всем, и сотрудники Интера ни при чем. Это просто общая ситуация в стране, общая политическая ситуация в новостях, и даже ведущие, я думаю, новостей ни при чем. По большому счету. Как владелец канала Коломойский дает какие-нибудь указания, кого обсмеять, например? Нет. Я думаю, что он очень бы хотел. Но я просто такой... Хотел бы? Я думаю, что он иногда бы хотел. Ну, он такой чувак. Да. Иногда хочет. Он мне звонил пару раз в самом начале, когда мы познакомились, говорит: а что вы шутили про всех, значит, а про того-то забыли? Ну, я говорю: ну, капец, кто это тот? Ну, такой-то, говорит, а никто не знает, что это такое. В обществе не обсуждают. И потом мы договорились при входе на канал, это для меня это было главное условие, мы договорились с Коломойским, что никакой редакционной политики. Никакой редакционной политики, иначе мы покинем этот канал. Не готов вообще обсуждать политический юмор, политические шутки. Поэтому все эти вот базары, как я говорю, для птиц. Птицам могут все рассказать, что он нам там сказал. Давай про тетю, давай про дядю. Нет, конечно. Он мне звонил: а что вы меня так жестко? Было дело. Жестко, да? Но я говорю: подождите, Игорь Валерьевич, смешно? Смешно. А когда смешно, претензий не может быть. Он же не просто яркий человек, он очень остроумный человек. Очень остроумный. Одним из соавторов «Квартала 95» он мог бы стать теоретически. Теоретически. Я думаю, что если бы он стал, он бы разогнал наших авторов, развалил бы наш коллектив. Потому что он стендап-человек, стендап-комик. Ему хорошо, когда он один. Вот он один прекрасно вещает, хорошо шутит. И он бы дорого просил наверняка за Слишком свои дорого шутки. бы стоил. Наш коллектив бы его не потянул. Да. Виктор Пинчук. Виктором Михайловичем Пинчуком мы связаны были через... Все наши знакомства только через Леонида Даниловича Кучму. Было Леониду Даниловичу 70 лет, был большой праздник. Вот. Мы выступали. Это в Крыму было? Он организовал, да, в Крыму. Да. В Крыму. Шатры накрыли, помню, красиво было. Было очень красиво, да. Было Элтон Джон прилетел. Элтон Джон выступал. Да. С роялем. Да, с роялем. Да, там все было. А это там, когда наш, извините, может быть. Партенит был. Партенит. Да, Партенит.
Это там была эта история, когда один из наших парней, не буду говорить кто, пошел пописать за дерево. Он говорит, нет, туалеты там, это невозможно. В общем, Кабинки. куча охраны. Кабинки. Да, кабинки были они закрыты. Ну, там же был аншлаг, очереди в этот, значит, туалет. И он пошел куда-то писать за дерево. Говорит, поглубже пойдем. Он пошел только писать, и оттуда человек с оружием. Не надо. Ты спрятался. Виктором Михайловичем, вот мы познакомились. И он, и когда еще... А познакомились мы... Я получал предложение перейти в их группу. В их группу. Ты на расхват. Телевизионную. Мы делали качественный продукт. Да? Мы делали много качественного продукта. Он был очень рейтинговый и так далее. Поэтому были предложения. Дмитрий Фирташ. Видел его, вот когда работал на канале Интер, на празднике, по-моему, на каком-то празднике, одном или двух праздниках, да, все.